Здравствуйте! Данное видео я хочу посвятить нашим любимым подросткам, которые хотели бы сами в домашних условиях поставить себе звук «р». В данном случае я говорю о твердом звуке «р». Давайте вместе разбираться, как это сделать. Для начала нам нужно с вами выяснить, какая должна быть нормальная установка артикуляционной зоны для произнесения этого звука. Кончик языка должен быть у вас поднят к небу. Небо находится наверху, вот здесь. Сам кончик языка должен упираться в альвеолы. Если вы проведете пальцем под верхними резцами, то вы нащупаете такие бугорки. Вот здесь. Это и называются альвеолы. Так вот, кончик должен упираться в альвеолы. При этом язык должен у вас принимать форму чашечки, вот так. Боковые края должны быть сильно прижаты к коренным верхним зубам. И под напором выдыхаемого воздуха, проходящего посередине языка, у вас кончик языка должен вибрировать как раз у альвеол. Получится вот так. Это правильный звук «р», тот, который должен быть. Почему я говорю о правильном и неправильном звуке? Потому что очень многие дети, взрослые считают, что звук «р», когда мы произносим вот так, это тоже некоторые считают правильным. Это уже у нас с вами горловой звук «р», он, конечно, неправильный. Так, теперь давайте разберемся, какие же бывают причины, по которым вы этот звук произнести не можете. Ну, первая и самая распространенная причина, если вы просто язык, например, не поднимаете наверх. То есть язык, у вас кончик языка загибается только к низу, а наверх он не поднимается. Ну, во-первых, можно тренировать просто язык, да, перед зеркалом его поднимать наверх и вниз за зубы. Ну и, конечно, укреплять сам кончик языка. Как это можно сделать? Сделать это можно с помощью обычного носового платка. Вы берете носовой платок и перетираете кончик языка между пальцами. Вот так. Что еще можно сделать? Можно протискивать язык сквозь зубы. В логопедии этот прием называется расческа. Вот так. Можно покусать язык. И опять же протиснуть сквозь зубы. Если вы это все проделали вместе со мной, то вы наверняка прочувствовали, как кровь сразу приливает к кончику вашего языка. Язык тем самым укрепляется, вы чувствуете кончик своего языка. Что еще можно делать? Есть такое прекрасное упражнение, которое называется орешек или конфетка. Конфеткой или орешком является как раз в этом случае ваш язык. Когда вы упираете язык к себе в щеку, а кто-то из товарищей или из ваших родных пытается эту конфетку, этот язык у вас вытолкнуть. Вот так. Язык при этом тоже укрепляется. Так, здесь мы поговорили о кончике языка. Значит, чтобы прочувствовать сам кончик языка, да, можно еще его просовывать, скажем так, в какое-то ушко. Ну вот у меня есть вот такой зонд, да, вот с такой петлей. Вы можете сделать просто из своих же рук, руки всегда с вами, из своих пальцев, вот такое колечко. И просовывать свой язык в это колечко. Чем уже колечко, да, тем язычок ваш будет все уже и уже. Таким образом вы тоже будете чувствовать кончик языка. Вот так.
а потом расслабить. Вот так. А потом расслабить. Чтобы вы чувствовали, вы понимали, где язык узкий, где язык широкий. Так, хорошо. Теперь давайте поговорим о самом кончике языка, который должен загибаться у нас с вами кверху за верхние зубы. Как это сделать? Можно взять вот такую вот косточку, да? Я взяла просто счетную палочку. И мы сейчас будем делать упражнение косточка. Мы сейчас будем языком удерживать эту косточку, как собачка, за верхними резцами. При этом рот должен быть максимально открыт. Вы открываете рот, кладете косточку. И держите косточку за зубами. При этом мысленно считайте до 10, до 20. Все то же самое вы делаете за нижние резцы, для того, чтобы прорабатывать среднюю спинку своего языка. Вот так. Рот при этом максимально открыт, это обязательное условие. Так, чем дольше вы делаете это упражнение, тем косточка ваша должна быть все толще и толще. Я взяла вот такой обычный карандаш, да, он уже по сравнению с нашей предыдущей косточкой намного толще. И делаю все то же самое. И все то же самое вниз. Попробуйте. Очень хорошее упражнение. Так, теперь какое еще бывает? Что еще бывает? Какая еще бывает причина, по которым вы не можете рычать? Это, конечно, наша с вами уздечка, которая находится под языком. Ее очень хорошо видно, когда вы присасываете язык к небу, как будто хотите цокнуть, щелкнуть язычком. Вот так. Если вы обратили внимание, то губы при этом тоже очень разомкнутые и в максимальной улыбке. Как только я губы опускаю, моя уздечка работать не будет. Вот так, да. Значит, многие советуют пойти к ортодонту, подрезать уздечку. Я не советую этого делать. Я считаю, что определенными упражнениями уздечку можно растянуть, да, сделать ее длиннее. Как это можно сделать? Ну, во-первых, цокать, широко раскрывая рот, да, при этом очень сильно улыбаясь. Цокать нужно медленно, не быстро, а медленно. Вот так. Теперь есть такое упражнение, которое называется гармошка. Когда вы присасываете язык к небу, как грибок, и работаете нижней челюстью. Чтобы прочувствовать эту нижнюю челюсть, вы ею как качелькой можете вот так поработать для начала. И вот так. Как видите, уздечка при этом хорошо удлиняется. Так, что еще можно делать? Значит, у нас язык должен принять форму чашечки. Значит, чтобы сделать чашечку, для этого должны хорошо работать боковые края языка, да, и язык нужно уметь расслаблять. Что нужно делать для того, чтобы расслабить язык? Нужно просто открыть рот, положить его как блинчик на сковородочку или как половичок на крылечко. Мы так будем это называть. Значит, вы просто открываете рот и кладете язык на нижнюю губу. Если при этом язык у вас напряжен,
не расслабляется. Вы можете помочь себе и какой-то палочкой, шпателем, или даже просто своим пальцем, просто его расслабить, или губами его пошлепать и сказать пя-пя-пя. Вот так. Да. А потом мысленно считаете до 10 и держите язык в расслабленном состоянии. Для того, чтобы сделать чашечку, есть прекрасное упражнение, которое называется «Налей в чашечку воды». Я беру обычный шприц, набираю сюда воды, да, и капаю эту воду себе на язычок. Язычок при этом расслабляется, да, ну и потихоньку вы пытаетесь капельку этой воды удержать своим язычком. Язык приобретает форму чашечки. Давайте попробуем. Прекрасно, если вы чашечкой сможете еще работать влево и вправо. Это будет говорить о том, что ваша уздечка очень хорошо уже разработана. Вот так. При этом, конечно, нужно следить за своей чашечкой. Все упражнения лучше делать перед зеркалом, чтобы вы видели, как у вас получается, чувствовали свой язык, чтобы у вас был лучший результат. Так, что еще нужно делать? Мы сделали с вами практически все для звука «р», чтобы поставить этот звук. Но бывают такие причины, как, например, неправильный прикус, да, когда нижняя челюсть сильно выступает, превалирует над верхней челюстью. Это бывают более серьезные причины, по которым невозможно поставить сразу этот звук. Поэтому, конечно, было бы замечательно, если бы первую консультацию все-таки вы провели у специалиста, у логопеда, а уже последующие упражнения делали уже дома самостоятельно. Сейчас мы с вами перейдем уже к постановке. Мы с вами поговорили об артикуляционной гимнастике для этого звука. И еще я хотела бы с вами поговорить о дыхательной гимнастике, которая тоже необходима для этого звука. Очень многие просто не умеют дуть на язык. Они вдыхают носом воздух и выдыхают им же. Вот так. Это неправильно, нужно учиться правильному дыханию, то есть носом мы набираем воздух и выдыхаем его на язык. Значит, какие упражнения для этого нужно делать? Значит, есть такое прекрасное упражнение, которое называется фокус или парашютик. Что вы делаете? Вы берете вот обычную ватку, кладете ее себе на нос, набираете воздух носом и выдыхаете на кончик языка. Кончик языка при этом постарайтесь загибать кверху. Значит, что еще можно делать? Значит, можно использовать вот такой обычный пузырек. Когда мы будем сейчас произносить протяжный звук «д», и мы будем выдыхать на язык. Посмотрите, получается вот так. Пузырек при этом издает определенный шум, из чего следует, что я выдыхаю воздух себе на кончик языка. Попробуйте, чтобы вы выдыхали правильно. Теперь давайте перейдем непосредственно к постановке звука. Лучше всего звук «р» ставить лежа. Почему лежа? Потому что когда вы ложитесь, все ваши мышцы расслабляются, шейные мышцы,
Мало того, вы поднимаете язык наверх и чувствуете, что вы его поднимаете, то есть вы делаете правильную артикуляционную зону, вы следите за этим. И поэтому очень часто ставят звук «р» именно лежа. Я покажу вам сидя, как можно этот звук поставить. Значит, можно поставить от протяжного звука «д». Мы берем обычную соску, чтобы было нам приятно, комфортно, не больно. Ставим правильный язык, как он должен стоять, да, к альвеолам, широко открываем рот. И когда я сейчас буду выдыхать на язык и проговаривать протяжный звук «д», я буду водить пальцем своим, да, водить пальцем влево-вправо. И у логопедов это называется завести моторчик. Посмотрите, вот так. Завела моторчик. Значит, какие ошибки могут быть? Если у вас недостаточно укреплен язык, да, язык должен плотно стоять у альвеол. Вот так. Не болтаться в разные стороны, иначе получится вот так. Язык должен крепко, плотно быть прижат к альвеолам. Только в этом случае у вас получится этот звук. Значит, выдыхать на язык со всей вот силой, как только можете. Да? Что еще? Чем еще можно пользоваться? Можно просто пользоваться вот такой вот, я уже вам показывала, да, как петелькой. Можно взять обычную ватную палочку и делать вот такие движения. Посмотрите. Я как будто поддеваю свой язычок и его поддеваю вот этой петлей, и как будто его наверх выталкиваю. Вот так. Вот, можно вот так поставить. Это постановка от звука «т» или «д». Теперь можно поставить звук «р» значит, от упражнения «ракета». Значит, вы присасываете очень сильно к небу свой язык. Открываете его максимально широко и выдуваете, опять же, на язык воздух. Получится вот так. Значит, чтобы, скажем так, себе помочь, можно взять и придержать свои боковые края вот большими пальцами с двух сторон, а среднюю спинку языка не трогать. Вот так. Тоже может выйти этот звук. Так, что еще можно сделать? Можно звук «р» ставить от звука «з» или «ж». Да? Если вы произнесете этот звук, то вы почувствуете, как комариный вот этот вот звук вам щекочет зубы. То есть почему? Потому что именно напор воздуха идет на наши альвеолы, на зубы. Посмотрите. Вам должно быть даже щекотно у альвеол. И можно точно так же попробовать поставить этот звук. Можно еще его поставить вот какой-то определенной палочкой, на конце которой будет вот такой шарик. Вот так. Вот так, можно так. Значит, вот такие приемы, да, для постановки звука «р». Многие логопеды используют еще вибромассажеры. Можно использовать обычную свою электрическую зубную щетку. Если вы сильно поднесете эту щетку себе под язык, то вы обязательно почувствуете вибрации, и ваш язык тоже будет вибрировать. К этому нужно приноровиться. Я бы все-таки советовала механический способ, да, постановки, который мы с вами сделали, показали.
Так, теперь что еще я не сказала. Значит, можно взять вот такую вот машинку, да, и, значит, еще завести моторчик, да, завести моторчик и выдыхать на эту машинку так, чтобы она поехала. Машинку нужно взять легкую, пластмассовую, да, чтобы она легко у нас с вами двигалась. Набираем воздух. И как можно сильнее, со всей силы выдыхаем воздух на кончик языка. Вот так. Видите, машинка двигается. Ну, в этом видео я вам рассказала, попыталась рассказать, как можно поставить звук «р». Да? Мы с вами поговорили об артикуляционной гимнастике, о дыхательной гимнастике, которую нужно выполнять. В следующем видео я попробую рассказать вам, как этот звук «р» ввести в речь, то есть в слоги, в слова, ну и, конечно, в предложение и в обычную речь с вашими сверстниками. Спасибо вам за внимание, ну и до новых встреч!